Fyodor, thank you for this interview that we can do with you. We are from Epic MMA, and we have some questions for you. Let's start. You are currently training in the Netherlands. What makes you come back to this place? Здесь хорошая школа тайского бокса, кикбоксинга, тайского бокса. Плюс борьба здесь отличается от нашей борьбы. То есть то, что мы имеем, у нас всегда под рукой. Мы в России можем работать, конечно, самбо и так бороться в ММА, но здесь немножко отличается борьба. Плюс здесь вдали от близких людей, от каких-то проблем, мы можем сосредоточиться именно на тренировках. И, конечно, у нас сложились уже замечательные отношения с голландскими тренерами, с моими друзьями. У нас сложилась хорошая команда здесь, в Голландии. То есть мы приезжаем со своими тренерами и плюс работаем с голландскими тренерами, которые помогают нам готовиться, расписывать программы. Это Ханс Круз. Ханс Круз, который помогает нам в работе с физической силы, подъема физической силы, выносливости. Питер Тайс, ударная техника, и Максим Лейдекер, с ним мы работаем по борьбе. Просто наши тренера, конечно, не всегда с нами. Japan is obvious the country where you are most familiar with fighting. What do you think is so special of this place? Для меня нет, наверное, специальных стран. Я выступал и в Америке, и в других странах. По боевому самбо выступал. В Японии, наверное, произошло мое становление именно как бойца, как файтера. Я состоялся там как боец. After a few years off, you made a comeback fight at the Rising Fighting Federation. What was your motivation to come back in the ring? Во-первых, свое желание вернуться. Во-вторых, команда тех ребят, которые готовились, которые со мной всегда работали, они уже готовы выступать на новом уровне, которые показали себя в этих новогодних соревнованиях. Плюс, наверное, просьбы фанатов. Why did you never came to a fight deal with the UFC? Мы уже много раз говорили на эту тему. Мы ведем переговоры с UFC, и если у UFC будет желание, я готов буду выступить. Would you like to see a rematch against Werdum, Silva or Henderson? Мне был бы интересен бой с чемпионом UFC Вердумом, Фабрицио Вердумом. Я уже неоднократно говорил UFC, что руководство UFC, что готов провести этот матч. Do you already know something about your next fight? Конечно. Следующий бой будет в России. Я пока не могу открыть всех, скажем так, вещей, но да, мы будем биться. Я буду выступать для российских фанов. Также со мной будет выступать вся моя команда. Это Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников и Анатолий Токов. Все, кто выступали на новогоднем шоу. Is there somebody specific you like to fight? Я готовлюсь на своего следующего соперника. Я, в принципе, знаю, кто будет им. Поэтому пока не могу. С кем бы хотел? С кем бы вам бы хотелось вообще провести? Знаете, мне интересен чемпион UFC. Больше что-то доказывать еще. Мне интересно биться, интересно выступать. В плане, биться сложно. В плане того, с кем бы я бы хотел, конечно, побиться с чемпионом UFC. How do you see the future of your fighting career? Буду готовиться, биться. Также своей карьерой вижу еще также воспитание молодежи, чтобы меня кто-то сменил из ребят. Не кто-то, а чтобы они меня сменили. Чтобы российская команда Fedor Team гремела на весь мир. The last years, MMA is evolving very fast. Do you see a difference between the heavyweight fighters from the old days and from now?
Ну, знаете, бойцы, наверное, становятся более универсальными, но во все и 10 лет назад были такие яркие личности, как Антонио Родриго Нагуэра, Мирко Крокоп, которые могли и в борьбе не проиграть, и стоя ударить. Сменяются поколения, сменяются звезды ММА. Ну, а мне кажется, уже более универсальными стали бойцы. Не стали, а продолжают. Вот эта грань между ударной техникой и борцовской техникой, она все больше и больше стирается. То есть нужно быть, чем универсальный боец, тем он интереснее, тем сложнее с ним биться. You fought many great fighters. What's your favorite victory and why? На более ценные, ну, скорее, первый бой с Антонио Родриго Нагуэрой, бой за звание чемпиона мира, когда Нагуэра выходил фаворитом, и когда он побил сильнейших бойцов, на тот момент был номер 1 в мировой сетке. Вот этот бой, наверное, один из самых важных в моей жизни был. Which moment had the most positive impact on your career? Последние полгода. Когда моя семья меня поддержала в моем возвращении, и моя команда. Ребята, все мы работали на результат. Когда в Новый год мы о себе заявили. What do you think about the Russian invasion the last few years in MMA, especially in Bellator and the UFC? Я рад, что российские бойцы о себе заявляют на весь мир. Why do you think the Russian fighter is becoming bigger in the fight scene? Потому что начали приглашать более серьезных российских бойцов. Потому что начали давать шанс тем ребятам, которые действительно готовы побеждать. If the UFC calls you to fight at UFC 200, would you do it? Если мы сойдемся в условиях, конечно. Is Sambo still effective in MMA and why? Да, мне кажется, самбо до сих пор эффективный в ММА. Это показывают и наша команда, и бойцы, которые выступают в том же UFC, в Беллаторе. Самбо дает хорошую базу борьбы, причем сохраняет все взрывные качества, повышает выносливость. Если другие виды спорта где-то гасят взрыв, скорость, скоростную выносливость, то самбо наоборот развивает эти качества. Поэтому и российские бойцы такие интересные. Они не просто там где-то вязкие там, или некрасивые бои проводят, а наоборот они интересны тем, что может в любой момент преподнести какой-то сюрприз за счет своих вот этих взрывных качеств. Last question, totally different. Do you have other hobbies besides MMA? Хобби? Наверное, не хобби. Все свое свободное время я стараюсь проводить со своей семьей, своими друзьями. Помимо ММА, помимо спорта, все свое свободное время я стараюсь уделить семье. Я люблю ездить по святым местам, люблю читать. Thank you very much for the interview and спасибо.